Скандал, связанный с критическими высказываниями Рамзана Кадырова в адрес главы МВД Владимира Колокольцева и главы СК России Александра Бастрыкина, не утихает. Напомним, что в ходе своей прямой линии глава Чечни вступился за 14-летнего муслима, который в составе многонациональной группы нападал на русских сверстников на улице и в торговом центре. Лидер Чеченской Республики заявил, что парень невиновен, а Бастрыкин с Колокольцевым сидят не на своих местах. У муслима 18 декабря суд. Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал, сказал Кадыров. Глава Чечни также обвинил министра внутренних дел России в преследовании приезжих, из-за чего разрушаются отношения между государствами. Колокольцев дал команду. Сейчас приезжих избивают, забирают, выгоняют. Наших братьев, которые нам необходимы, беспредельничают, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет, считает Кадыров. Кадыров и ранее призывал не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран и выступил против резкого ужесточения миграционной политики в России. Он высказал мнение, что кто-то специально сталкивает россиян с соседними братскими регионами и призвал менять миграционное законодательство не таким отвратительным образом. В связи с этим многих удивляет, что глава Чеченской Республики взялся защищать права не столько мусульман России, сколько мигрантов-мусульман. Как отреагировали на слова Кадырова в России? Об этом, а также о других резонансных историях с участием Кадырова мы и расскажем в этом выпуске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Кадырова о Колокольцеве и Бастрыкине. Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки, они дадут оценку, ответил Песков на вопросы журналистов. На заявление главы Чечни быстро отреагировал Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко подчеркнула, что правоохранительными органами полностью установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправным действиям. Пресс-служба СК обнародовала видеодоказательства виновности 14-летнего чеченца. На кадрах видно, как он нападает на прохожих под возгласы товарищей. «Муслим, давай». Установлено, что 5 подростков вступили в сговор на совершение хулиганских действий. Они выбирали случайных прохожих, затем один из соучастников провоцировал словесный конфликт с ним, после чего начинал драку и избивал потерпевшего. Другие фигуранты находились рядом, давая советы, как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиениях. Действия 5 фигурантов квалифицированы Главным следственным управлением как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Кроме того, обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников, указали в следкоме. Несмотря на то, что бойцы мнили себя крутыми воинами октагона, жертв себе они выбирали послабее, в основном школьников. Обычно младшие участники группировки задирали проходивших мимо мальчишек, русской внешности, само собой, а потом подключались те, что постарше. И начиналось. Сколько именно таких нападений было, никто толком не знает, потому что в правоохранительные органы обращались, естественно, не все жертвы. Помимо всего прочего, Муслима и его друзей обвиняют в создании этнической банды. Помимо Муслима, обвиняемыми по делу проходят таджик, 2 азербайджанца, дагестанец, езид и еще 1 чеченец. 2 русских ребят проходят как свидетели. Они все снимали на телефон. Муслиму и его подельникам грозит до 7 лет. Пусть заберет их в Чечню. Такой посыл читается в реакции общественности на слова Кадырова. Сотрудница одного из отделений полиции Санкт-Петербурга Елена, фамилию по понятным причинам просила не называть, как только прочитала слова Кадырова в интернете, связалась с журналистами. Сказала, что молчать уже не может. Да, закон нарушают все, и местные русские, и приезжие из южных регионов. Но последние при этом рьяно требуют проявления уважения к их традициям и публично выражают презрительное отношение к русским, если они одеты неправильно. Больше всего Елену раздражает, что жители мусульманских регионов позволяют себе пить алкоголь. Посмотрела бы я, как к этому отнеслись на их родине.
а потом собьются в компании и начинается крики, приставания к прохожим и драки. В позднее время суток коренных жителей на наших улицах в спальных районах вы не увидите, они боятся выходить из дома, а вот приезжих гуляет много, ищут приключений. Елена предложила Кадырову забрать всех своих собратьев на родину в Чечню. Там они будут ходить по струнке. Член СПЧ при президенте, журналист Марина Ахмедова, напомнила главе Чечни о незаконных действиях его сына Адама. Тот избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля прямо на камеру. Ахмедова пишет: «Защита по национальному признаку, то есть отбивание своего, не вполне правомерное деяние. А если мы вспомним сына Кадырова, тут вообще о законе говорить не приходится. Я думаю, если бы Кадыров выехал в регионы и без охраны, он бы много запоминающегося о себе услышал». Ахмедова подчеркивает, что согласно словам главы Чечни про наших братьев, которые нам необходимы, Кадырову следует забрать необходимых приезжих к себе в республику, а их у него там почему-то нет. Пусть будут, пусть забирает братьев. Чем больше он говорит, тем большую оторванность от реалий демонстрирует. Абсолютно местечковое мышление. Военкор Александр Коц обвинил главу Чечни в родоплеменном подходе. Известный журналист отмечает ключевые слова его выступления. «Делом муслима мы занимаемся уже давно. Правозащитники, депутаты, сенаторы и лично я. Делом обычного чеченского мальчика занимается весь чеченский политбомонд. Не зарывают голову в песок, не заставляют чеченского мальчика извиниться перед русскими участниками драки, не извиняются сами за его поведение, а впрягаются за своего всеми возможными ресурсами», отметил Коц. Плевать, что в телефонах погромщиков полно роликов с похожими драками. Муслим свой, и за него надо бороться. Кадыров ответственно заявляет, что ничего с ним не будет, потому что он, Кадыров, уже со всеми переговорил. В светском государстве виновность или невиновность человека должен определять суд, а не понятия или адаты. Но главы Чечни это почему-то не касается. Верховенство права? Не слышали. Давление на следствие и суд? Нам можно, возмущается Коц. Автор телеграм-канала «Уставший миграционщик», выражая общее мнение, считает, что война против русских может начаться уже в самой России. Тому порукой и огромное количество иноземцев, и демонстративное нарушение ими законодательства с опорой на свои диаспоры. Из плюсов отмечу, что антирусские силы надеялись подойти к этой точке с куда более ослабленными русскими. Из минусов отмечу, что слишком много русских до сих пор не включили мозги, пишет автор. Кадырову припомнили многие другие резонансные истории. А девушка где? Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, специализирующаяся на защите прав женщин, задалась вопросом, почему Рамзан Кадыров не защищает других жителей республики, в частности, пропавшую Седу Сулейманову. Напомним, чеченская девушка жила в Петербурге и хотела выйти замуж за русского, но родня увезла ее назад в Чечню. После этого она исчезла. Даже официальные запросы о ее судьбе остаются без ответа. Если задавать вопросы главе СК России и главе МВД, надо исходить из того, что сам четко стоишь на позициях верховенства права. У нас единая страна, единый уголовный кодекс. Единое право нужно отстаивать для всех, заявила Меркачева. После резонансного случая с похищением чеченской девушки Седы Сулеймановой публицист Денис Бастраков написал: «Государство выбрало доктрину слабости перед лицом ей же вскормленных национальных диаспор. Государство забило на свою же конституцию и базовые права своих граждан, позволяя обычаям иных племен определять, кому где жить, кому с кем спать». Бастраков убежден, что русскому обществу достаточно потрясений. Мы взрастили рядом злобную страну, закрывая глаза на неизбежную войну в будущем. Мы взращиваем бомбу в виде мигрантов, заполонивших наши улицы. Третьей чеченской нам здесь еще не хватало, написал публицист. Автор канала «Обыкновенный царизм» пишет: кадыровские СМИ преисполнены правозащитным пафосом. Мурдиева называют узником доброты. Впрочем, отец Мурдиева считает дело политическим. В таком случае Мурдиева было бы корректнее называть узником совести. Рамзан Кадыров тоже превратился в правозащитника. После того, как он со своим сыном занялся правоохранением в деле Журавеля, оставался только вопрос времени, когда он займется правозащитой в деле какого-либо Мурдиева. 18 декабря, по словам главы Чечни,
Мурдиева должны освободить в Московской области. Кадыров добавил, что глава Следственного комитета и министр внутренних дел сидят не на своих местах. Они мешают завозу мигрантов из стран Средней Азии. Всевышний обязательно их накажет, завершает эскападу глава Чечни. Кстати, а вы не задумывались, зачем Кадырову узбеки? Ведь Бастрыкина и Колокольцева Кадыров хочет уволить именно из-за того, что они препятствуют завозу наших братьев, которые необходимы. Тут можно было бы объяснить это дело стройкой, но стройка – это не традиционный чеченский промысел. Дело в том, что когда Кадыров выходит на федеральный простор, он не может опереться на русских. Значит, ему нужна другая электоральная база. Вот он и становится крупнейшим и самым яростным лоббистом завоза исламизированных мигрантов, на которых сможет опираться как исламский лидер. А теперь давайте вспомним, за кого еще публично вступался Кадыров. 14 апреля 2024 года у федерального контрольно-пропускного поста Герзель в Новолакском районе Дагестана задержали главу МЧС Чеченской Республики Алихана Цакаева. В Главном управлении МВД России сообщили, что автомобиль чиновника двигался по встречной полосе федеральной трассы «Кавказ», при этом создавая угрозу для участников дорожного движения. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения и предъявления документов на право управления гражданин не реагировал, вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться. В связи с чем указанный автомобиль был остановлен принудительно с применением специального инженерного заграждения, заявили в ведомстве. Там добавили, что правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывал угрозы в адрес сотрудников полиции, поэтому в отношении него были применены физическая сила и специальные средства – наручники. В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям, добавили в управлении МВД. В СМИ писали, что у министра якобы не было при себе документов, а депутат Госдумы Султан Хамзаев позже в разговоре с журналистами заявил, что, по имеющейся информации, данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент в своем телеграм-канале. Он назвал ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни постыдной провокацией и призвал власти соседней республики привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом. Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения, заявил Кадыров. Он также подчеркнул, что Цакаев имел при себе необходимые служебные документы. По его словам, сотрудники КПП «Герзель» изначально не узнали генерала, так как он был без формы, а после, узнав, кто стоит перед ними, разбежались. По мнению главы Чечни, участников задержания гнать надо из структур с треском, а на ситуацию должным образом необходимо отреагировать руководству Дагестана. В Кремле отказались комментировать произошедшее и призвали журналистов в упомянутые ведомства позвонить и там справляться. Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь тогда пообещал, что инциденту с задержанием Цакаева будет дана объективная оценка. По его словам, участникам событий нужно довериться правоохранителям и перестать информационно подогревать ситуацию. Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями, заявил Меликов. После окончания проверки дело Цакаева направили в Следственный комитет. Уже вскоре чиновник посетил совещание с главой Чечни. Это было его первое появление на публике после задержания. Кадры с совещания Рамзан Кадыров разместил в своем телеграм-канале. Сейчас Цакаев по-прежнему занимает пост главы МЧС России по Чечне. В 2013 году Рамзан Кадыров заступился за уроженца Чечни, адвоката Мурада Мусаева, которого обвинили в подкупе свидетелей. В отношении правозащитника завели 2 уголовных дела. По информации следствия, Мусаев, защищая интересы Юсупа Темирханова, которого обвиняли в убийстве полковника Юрия Буданова, подкупил 2 свидетелей. Кроме того, СК выдвигал версию, что адвокат с целью принуждения присяжных к оправданию своего подзащитного путем просьб, уговоров, угроз причинения вреда здоровью, а также используя иные формы воздействия, вместе с другими лицами вмешивался в их работу. Рамзан Кадыров назвал обвинения против адвоката странными.
Он выразил уверенность, что коллеги Мусаева посчитают честью оказать ему защиту. «Мы твердо убеждены в том, что запугать Мусаева, превратить его в карманного адвоката не удастся. Мы уверены в том, что в конечном счете верх возьмут закон и справедливость. Если Мусаеву потребуется профессиональная защита, я уверен, что коллеги сочтут для себя делом чести это сделать», написал глава Чечни в Инстаграм. Правозащитник в ходе следствия категорически отказался признавать вину, а в суде потребовал прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности. В 2015 году суд освободил Мусаева от уголовной ответственности. Адвокат до сих пор продолжает правозащитную деятельность. Кадыров заступился за офицеров полиции, обвиняемых в вымогательстве. В 2016 году полковника Саида Ахмаева и старшего лейтенанта Лечи Балатбаева, охранников депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, обвинили в вымогательстве 45 миллионов рублей у экс-совладельца компании, издававшей журнал «Аэроэкспресс» Константина Жукова. Гособвинитель запрашивала для них от 7 до 7,5 лет колонии. По версии гособвинения, когда у Жукова возник конфликт с бизнес-партнером Евгением Катковым, тот привлек к решению проблемы выходцев из Чечни и Ингушетии, которые стали угрожать издателю «Аэроэкспресса» уголовным преследованием и расправой. В их числе были Саид Ахмаев и Лечи Балатбаев. Гособвинение утверждало, что фигуранты дела заставили Жукова написать долговую расписку на имя Каткова на 45 миллионов рублей. Этот документ якобы не устроил Ахмаева и Балатбаева, потому что бизнесмен не указал свои паспортные данные. И тогда Ахмаев порвал расписку и заставил Жукова написать новую. При этом, по данным следствия, он сказал: «Не вздумай убегать, иначе будем направлять тебе отрезанные пальцы твоих детей». Рамзан Кадыров вступился за Ахмаева и Балатбаева. Глава Чечни написал письма на имена генпрокурора Юрия Чайки и председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Он указал, что офицеры зарекомендовали себя с положительной стороны как грамотные, исполнительные и инициативные сотрудники. В 2018 году Замоскворецкий суд Москвы переквалифицировал дело в отношении Ахмаева и Балатбаева. Они были признаны виновными в самоуправстве и приговорены к штрафу в 50 тысяч рублей с каждого, который не стали взыскивать, так как срок давности уже истек. Тем временем сын главы Чечни получил на вечное хранение и ношение орден Наиба Имамата Байсангура Биноевского, плюс орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов. А сколько всего наград на сегодня у Адама? А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!